Здравствуйте, уважаемые товарищи! Сегодня мы продолжаем цикл наших передач о героическом эпосе кыргызского народа Манаси. В предыдущий раз я рассказывал вам о том, что мною на основе варианта сказителя Манаши Сагынбаева Оразбакова написан пятитомный роман в прозе «Манас» на кыргызском языке. Все они включены в настоящее время в школьную программу по кыргызской литературе. Кроме этого, я для школьников, для учеников 8-11 классов подготовил такие рабочие тетради, они также включены в школьную программу. В настоящее время я работаю на второй части трилогии «Манас Симметрия». Мною закончен первый том данного произведения. Сейчас идет работа над вторым томом. О высоком качестве моего романа свидетельствует то, что он включен во всемирную 100-томную тюркоязычную антологию. В прошлом году в Узбекистане была издана эта антология, и в ней в 88-м томе опубликован первый том моего романа на узбекском языке в переводе известного узбекского писателя, поэта Рахима Каримова. Кроме этого, я в течение нескольких месяцев выпускаю видеоролики на кыргызском и русском языках. Мои видеоролики на русском сопровождаются субтитрами на 112 языках мира, что дает возможность ознакомиться с ним практически любому человеку нашей земли. Это все, что я хотел вкратце рассказать о своем произведении. А сейчас, с вашего позволения, я продолжу чтение своего романа. Верно, согласился с ним Бакаев. Никакая война не обходится без жертв. Если мы отправимся на помощь Кукчеву, несомненно, будут жертвы. Несмотря на это, негоже нам оставлять в беде наших братьев, казахов. На свете нет ближе народа нам, чем они. Из поколения в поколение два народа служат опорой друг другу и вместе сражаются против врагов. Необходимо помочь казахам. Что вы на это скажете? Обратился ко всем Манас. Согласны ли вы отправиться против калмаков? Согласны, ответил за всех Кыргызчан. В таком случае подготовьте вооружение и припасы. Будьте готовы к выступлению на рассвете. Выполняя приказ, 50 тысяч вооруженных воинов на следующий день рано утром отправились в путь. Услышав об этом, калмаки поневоле помирились с казахами и вернулись обратно к себе. Обрадованный тем, что одержал победу без боя, Кукчу также отвел свои войска домой. Манас, не зная об этом, через несколько дней непрерывного похода подъехал к горной долине, указанной его кузеном, и никого не нашел. Вот это да, удивился богатырь. Где Кукчу? Манас слез с лошади, не найдя вокруг не то что калмахов или казахов, но даже их следов. Манас остановился в растерянности, не зная, что и думать. В это время к нему подъехал Алмамбет, облаченный в боевую одежду. «Богатырь», — сказал он, тревожно оглядываясь по сторонам, — «где казахи? А где калмаки?» Я и сам удивляюсь этому. Внимательно посмотрев на высокую заснеженную гору и просираешь перед ней зеленую долину, Алмамбет обратился к богатырю. «Повелитель, по моему мнению, здесь не было никакого сражения». «Я тоже так думаю», — кивнул головой Манас. «Видимо, казахи и калмахи стали сражаться, помирились и разъехались по домам. Дай Бог, чтобы все было так, как ты говоришь. Прав я или нет, мы узнаем, когда встретимся с кузеном», — ответил Манас
и решил поехать в аил казахов, расположенных в полудневном пути. По его приказу многочисленная рать стройными рядами поскакала в аил Кукчу. Когда они вечером достигли намеченной цели, стоявший на страже часовой казахов испугался. Кто это? Тревожно подумал рослый, широкоплечий, вооруженный копьем, мечом и луком часовой. Неужели калмаки нарушили заключенный договор, скачут обратно, чтобы сразиться с нами? Чтобы определить это, надо внимательно присмотреться к незнакомым воинам. Он снял с шеи бинокль и вгляделся в передние ряды всадников, ехавших по дороге, поднимая пыль до небес. Увидев развивающиеся знамена и реющие стяги, узнав ехавших впереди войск Манаса, казах очень обрадовался. Оказывается, это братья-кыргызы едут к нам, радостно подумал часовой. Я слышал, что Кукчу позвал их на помощь. Видимо, Манас не слышал, что мы помирились с калмаками. Не найдя нас в условном месте, он наверняка встревожился. Мне необходимо сообщить об его приезде нашему хану и получить у него Сюнчу, подарок за радостную весть. Приняв такое решение, он побежал к своей привязанной серой лошади. Вскочив на него, часовой поскакал в аил. Доехав до места, он увидел казахов, собравшись на окраине аила. Все были встревожены приближением незнакомцев. Среди них находился Кукчо, накинутый на плечи синим халатом. Подскакав к нему, часовой закричал изо всех сил: «Сюнчу с вас, повелитель!» «Да будет так», — ответил Кукчо. «Говори». Спрыгнув с лошади, часовой низко поклонился хану. «Богатырь», — сказал он, — «к нам со своими воинами едет Манас». «В самом деле?» — обрадовался Кукчо. «Да, через некоторое время они будут здесь». «Ты точно определил, что это кыргызы?» «Да, повелитель, я разглядел их в бинокль. Они скоро будут в нашем аиле», — снова повторил часовой. Сияя от радости, Кукчо обратился к народу. «Братцы, к нам едет богатырь Манас. Он откликнулся на мою просьбу и пришел на помощь. У нас говорят: тому, кто дает тебе еду, дай еды, а тому, кто дает камень, ответь тем же. Если кыргызы уважили нас, то и мы также должны ответить им. Поэтому всем приготовиться достойно встретить уважаемых гостей». После такого приказа весь народ пришел в волнение и побежал домой, чтобы приготовиться к встрече кыргызов. Кукчо решил надеть свою самую лучшую одежду. Придя домой, он вытащил из сундука новый красный халат, белые шаровары, синюю шелковую рубашку, войлочные носки и одел их. Повесив на пояс широкий золотой ремень, украшенный драгоценными камнями, Кукчо надел на голову белый колпак и вышел на улицу. Когда кыргызы въехали в аил, казахи радостно встретили их. От такого радушного приема Манас остался очень доволен. «Молодцы, братья!» — улыбнулся он казахам. «Пусть Бог дарует вам долгую жизнь, счастье. Большое спасибо, что с такими почестями встречаете нас». «И мы тебе благодарны, богатырь», — ответили казахи, «за то, что ты сразу примчался на помощь. Пусть тебя всегда поддерживает Бог». После шумных приветствий Манас с витязями отправился к Кукчо. Немного не доезжая до его дома, богатырь Саккулы пешком отправился к кузену, стоявшему в окружении приближенных. «Салам алейкум», — приветствовал его богатырь. «Ва алейкум ассалам», — ответил Кукчо и крепко обнял Манаса.
ты почему не пришел на условленное место? Калмахи, услышав о том, что вы едете на подмогу, сразу отказались от своих намерений воевать, заключили с нами мир, засмеялся казах. Все вопросы мы решили миром, без кровопролития. После того, как калмаки ушли домой, мы вернулись обратно. Это здорово, что мы все решили мирным путем. Что может сравниться с тем, чтобы любой спор решить без крови, не убивая друг друга, как дикие звери? Правильно. Мы должны оставаться людьми, раз родились человеком, улыбнулся Кокчо. А теперь, богатыри, прошу вас отдохнуть, быть нашими почетными гостями. Согласен. Дахай, дайте команду воинам. Отдохнем сегодня у братьев казахов и завтра поедем домой. Слушаюсь, ответил Бакай и повторил приказ десятникам. После этого кыргызы стали готовиться к отдыху. Кокчо сам решил угостить Манаса 40 витязями, поэтому пригласил их к себе домой. Внезапно, увидев среди них Алмамбета, казах ужасно покраснел. Это Алмамбет или нет? Подумал. Или я ошибаюсь? Надо об этом спросить у этого человека. Кокчо подошел к китайцу и обратился к нему. Ты Алмамбет? Да, ответил богатырь, крепко сжимая короткую плетку. Ты что, сейчас на службе Манаса? Да. Уехав от вас, я встретил богатыря и стал его витязем. Что ты сказал? Опешил Кокчо и внезапно разрыдался. Прости меня, друг, я по-свински отнесся к тебе, не ценив твой труд, оскорбив тебя, я впал в большой грех. Да, все произошло именно так, хмуро отметил Алмамбет. Я тогда был пьян, стал оправдывать Кокчо. Нажрался водки, потерял рассудок, не понимал, о чем говорю. Я это понял. Ты не думаешь, что я подлец, который не ценит чужой труд. На следующий день, протрезвев, и повсюду искал тебя, но никто не нашел тебя. Кокчо, я 3 дня ждал тебя голодным в ореховом лесу. В лесу? Удивился казах. Никому и в голову не пришло искать тебя там. Все думали, что ты уехал далеко, поэтому обыскали всю округу, но не смогли напасть на твой след. Как бы то ни было, я очень рад, что ты присоединился к Манасу и добился такого высокого положения. Единственное, о чем тебя прошу, прости меня за свинство. Я очень виноват перед тобой. Башарият, правоверный, может быть недовольным проступком другого человека только 3 дня. После этого срока он обязан простить его, иначе сам станет соучастником его греха. Поэтому я давно простил тебя, Кокчо. Ты правду говоришь? Ты действительно простил меня? Да. В таком случае дай мне руку, богатырь, сказал Кокчо и крепко пожал протянутую руку Алмамбета. После этого, заглаживая свою вину, казах подарил Алмамбету новый красный халат, черные сапоги и белый колпак. Погостив у казахов, кыргызы на следующий день отправились домой. Доехав в долине Таадубы, расположенной около горы Тарбагатай, богатыри, вытащив и заострив оружие, стали охотиться на оленей. Манас, погнавшись за огромным жирным оленем, выехал на вершину горы и внезапно увидел немногочисленных людей, которые ехали, развернув алое знамя. Кто это? Удивился богатырь. Можно было предположить, что это воинский отряд, но их слишком мало. Возможно, это кочевье. Но тогда какого дьявола? Они идут со знаменем.
будто воины. Богатырь Светизим ближе подъехал к знакомцу и увидел, что среди них те, кто ехал на верблюдах и быках. Но большинство людей были пешими. Впереди себя они гнали немного овец, а коровы и верблюды, нагруженные всяким скарбом, шли внутри кочевья. Среди незнакомцев были как белобородые старики, так и безусые юнцы. «Кто эти люди?» – задумчиво спросил монах товарища. «Кто его знает?» – пожал плечами Бакай. «Даже непонятно, кто они, калмаки или монголы. Судя по внешнему виду, они наверняка каракалмаки. Ты прав. По-моему, едущий впереди седобородый мужик, их вожак. Поздороваюсь с ним и узнаю, что к чему». Манас, пришпорив коня, подскакал к кочевникам. «Ассаламу алейкум!» – поздоровался богатырь с Усоном. Это был именно он, среднего роста, рыжий, скуластый. Усон был одет в рваный черный халат. На голове у него красовалась синяя четырехугольная калмакская шапка. Старик был подпоясан старым узким черным ремнем. Никогда раньше не слышавший такого приветствия, старик удивился. Но он догадался, что богатырь с ним поздоровался. «Монду пайна», – по-калмакски ответил старик. «Ой, оказывается, этот аксакал не умеет отвечать на приветствие», – засмеялся богатырь. Ну вот, уважаемые товарищи, наше время подошло к концу. Я прощаюсь с вами. До свидания. До новых встреч.